Гватемале я живу уже практически 13 лет. Ни разу никто мне ничего не украл. Вы выбрали ту страну, которая является небезопасной, то есть сильно развита преступность. Как вы собирались этот проект защищать? Вы армию свою собирались создавать или как? Частная охрана. То есть не просто мы взяли, приехали в Гондурас и поменяли законодательство во всей стране. Но он видит, как живет мир. И подходит дата 40 недель, и врач говорит, если ты в этот день не родишь, мы будем тебя кисарить. В Гватемале 18 типов пчел, которые не жалят. В Канаде с него бы взяли $5000, здесь это было $500. Это большая разница. Если с вами что-то случилось на улице, предположим, то есть вас увезут в больницу, но из больницы вас не выпустят, пока вы не оплатите. Есть распространенное мнение, что, например, США гораздо безопаснее, чем Гватемала. Я могла бы с этим поспорить. Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. Всем привет, это Гватемала, мы встретились с Екатериной. Сегодня она расскажет, чем она здесь занимается. Поехали. Катя, скажи, пожалуйста, почему именно Гватемала? Это было почти случайно, скажем так, потому что изначально, наверное, надо рассказать немного предысторию. Да? Давай. То, что до Гватемалы я получила стипендию, выиграла стипендию для магистратуры в Штатах. И первый раз я сюда приехала как студентка. Мне здесь очень понравилось. Даже когда я гуляла по Тикалю, пирамидам, у меня был такой момент, когда я там медитировала, мне показалось, что как будто бы я здесь жила когда-то. Это какой год был? Это был 2009 год. Да, то есть у меня были такие каникулы. А потом я встретилась со своим мужем, который был из Канады. И мой муж, у него были очень интересные идеи. Он хотел изменить что-то в политическом устройстве мира. И один из способов это сделать частный город, где с другим устройством управления. И сначала мы хотели сделать это в Канаде, но по понятным причинам это было очень сделать сложно. И вдруг изменились законы в Гондурасе. Гондурас решил поменять свою конституцию страны для того, чтобы создать такие экспериментальные зоны, где можно было попробовать другие законы. И когда мой муж узнал об этом, соответственно, мы решили туда двинуться. И когда он начал изучать эту всю информацию на тему того, кто вовлечен в это все, и он узнал о том, что университет Франциско Маррокин, который находится в Гватемале, он организовывал мероприятия, конференции, которые были связаны с частными городами. Это была возможность для нас встретить наших потенциальных партнеров. Ну и, соответственно, мы решили поехать. И поскольку мой муж на тот момент наивно полагал, что мы будем строить город прямо в джунглях, он сказал, что надо не просто там полететь туда, а надо поехать, чтобы у нас там была
было электричество, там еще что-то. В общем, мы решили купить дом на колесах, Dodge Ram, такой небольшой грузовичок, пикап, и трейлер, в котором можно было жить. И мы проехали почти, вот, получается, четверть мира, да, то есть из Монреаля до сюда, и даже вот ездили в Белиз. И получилось так, что один из... были выходные, такой был Free Private City Weekend, да, то есть это вот именно выходные по поводу частных городов. Именно там мы участвовали и встретили своих первых партнеров и остались здесь. Но проект удалось создать вообще? Проект, к сожалению, создать не удалось. Сначала, когда мы сюда приехали, я думала о том, что меня интересовало только материнство, и я думала о том, что мне нужны дети, вот муж занимается проектом, все хорошо. Я упустила, наверное, тот момент, когда мне имело смысл как-то сфокусироваться, да, на этом проекте, посмотреть, что там происходит. К сожалению, партнерство распалось, там было много разных причин. И мы здесь остались. Мой муж программист, он продает программное обеспечение для рисования семейных деревьев. Да? Это называется генограмма. Генограмма — это более широкое понятие. Это можно педигри, например, да? То есть вот семейное дерево животных, да? Или это через него можно построить, показать, например, когда есть какие-то болезни, да, в семье, то есть показать, как они передаются. Очень много сфер применения. И он решил остаться в Гватемале здесь и продолжать программировать и разрабатывать программное обеспечение для этого города в том числе. В надежде, что когда-нибудь мы встретим новых партнеров. Но это не произошло. И когда началась пандемия, я ему сказала: ты знаешь, я думаю, что если мы просто будем сидеть и не рассказывая о наших идеях никому, ничего не произойдет. И я вовлеклась в этот проект, и мы создали сайт, нашли команду, начали уже искать землю. Но, к сожалению, в 2021 году правительство, люди Гондураса выбрали нового президента, Ксиомару Кастро, которая решила, что такого рода проекты нужно закрыть. И практически первое, то, что она сделала, это она вернула обратно эти законы. То есть на данный момент в Гондурасе все еще существует 3 таких специальных зоны. Это называется СЭДы, Zona de Empleo y Desarrollo Económico, то есть это зоны, даже не знаю, как это по-русски. Автономные. Автономные зоны для экономического развития, можно сказать. Вот. И они, то есть те, которые существуют, они защищены на 50 лет вперед. А дальше уже через 50 лет люди, которые живут в этих зонах, они могут путем референдума решить, хотят они вернуться, скажем так, в нормальное управление. Государственный строй, да, Гондураса, или они хотят оставаться в управлении вот этой зоны, так как она была создана изначально. То есть остались там зоны еще? Да, их 3. И почему вы перестали разрабатывать свой проект? У нас была возможность стать частью одной из этих зон, то есть именно как дистрикт, да. Но мы решили, что, возможно, это не самый лучший момент в истории, потому что наш проект, он достаточно такой политический, очень необычный, да, то есть если раньше те зоны, которые создавались, они создавались немножко под другим соусом, да, то есть, например, одна из зон — это ферма, когда они занимаются экологическими, органическими овощами в основном на экспорт. Вот у них есть ферма, которая продает, по-моему, только одному покупателю в Штатах. И вот то есть фактически развивается эта ферма.
А у нас все-таки были идеи из именно политического склада. Наверное, ты никогда не слышал, потому что об этом нигде не пишут. Мы хотели, чтобы в нашем городе была полицентрическая система управления. Она отличается сильно от централизованного управления тем, что, во-первых, не надо ждать, когда 4, 5, 6 лет, когда выберут нового президента или нового мэра города. Ты можешь выбрать, в какой системе управления ты хочешь жить, точно так же, как ты выбираешь провайдера интернета, например, или телефона. То есть это зависит на контрактной основе. Есть обязанности у человека, то есть у того гражданского сообщества, которое предоставляет услуги, госуслуги в данном случае. Есть обязанности у того, кто их получает. Да? То есть, соответственно, я не знаю, имеет ли смысл вдаваться в подробности, но это тема для другого интервью. Нет, кратко просто скажи, почему потом желание создавать свой проект пропало? То есть все равно же возможность была. Было несколько моментов, которые были, скажем так, это было очень сложно. То есть, как ты понимаешь, вот такой вот проект, когда есть очень новые какие-то идеи, их очень сложно ассимилировать народу, особенно если этот народ особо и не читает. То есть у нас, в принципе, проблемы были даже не на уровне наших идей, а на уровне просто принятия зон как таковых. Потому что в Гондурасе были такие лидеры, которые почему-то, не знаю почему, информировали своих граждан в таком контексте, что вот приезжают иностранцы, они хотят, это не колониалисты, да, или как это, что вот они возьмут и заберут у вас землю, отберут, и что это нелегально, что вообще правительство Гондураса не право, что они дают такие возможности, да, иностранным инвесторам и так далее, и так далее. То есть люди, которые слушают этих лидеров и не читают свою собственную конституцию, они им верят, и потом начинаются такие вещи, протесты. Да? У нас было на нашем сайте были откровенные это hate speech, то есть была кибератаки, когда на нас посылали там 200 человек, которые нам в комментариях писали там, откуда у вас деньги, потому что вы продаете наркотики. Мы писали какие-то вещи, то есть, например, у нас появился партнер, который хотел построить больницу, причем они хотели построить сеть из 3 больниц, и по больнице в одной стране из Центральной Америки. И когда они услышали про наш проект, про низкие налоги, которые мы им предлагали, их это заинтересовало. И идея была сделать медицину более доступную, да, местному населению. И там было 2 этапа. То есть обычная медицина, второй этап – это уже такая продвинутая медицина там, с пересадкой костного мозга и чего-то там. То есть был на самом деле очень интересный проект. Когда мы рассказывали о том, что у нас появился такой вот партнер, сразу же интерпретация была такая: вот они хотят больницу построить, потому что они хотят торговать органами. Да. То есть вот это вот все, просто что бы мы ни говорили, просто на 180 градусов переворачивалось, причем никакого физического подтверждения, да, вот их мыслям нигде нет, но тем не менее люди читают, люди верят, да, то есть в неподтвержденную информацию. Без хейта никуда. Да, это было, не знаю, я лично не была готова к этому. Потом, когда мы общались с людьми, которые занимают высокие посты, и нам рекомендовали, например, купить машину с броней. В Гондурасе. Да. И я, честно говоря, то есть были моменты, которые... То есть я понимаю, что да, вот сейчас
Был хейт-спич, ну хорошо, без него никуда. Но потом, когда выбрали президента, который активно против этого всего, просто зная, что твои лица уже в газетах, да, и на телевидении появляются, но в таком контексте, что вот приезжают иностранцы и нас сейчас отберут землю, я начала беспокоиться просто за безопасность своих детей. Ну хорошо я, хорошо мой муж, но мне было не по себе. Ну, то есть вот это вас как бы остановило? Да, то есть, ну хорошо, внутри зоны, да, я в безопасности, а вне зоны? И насколько большая будет зона? Мы рассчитывали начать наш проект с 1 квадратного километра. Если мы смотрим на историю, да, вот в основном все эти города средневековые, они же были практически 1 квадратный километр, окруженный стеной. И вполне хорошо функционировали эти города. Ну, по тем временам, да? То есть идея была в том, что с 1 квадратного километра можно начать. И это достаточно большая территория. А потом еще интересно то, что как ты используешь эту территорию, да? То есть если это не фермерство, это не там один домик тут, один домик там, а вот именно плотная застройка, там можно сделать очень много. Ты чувствуешь зов перемен? Где-то там, за горизонтом, начинается твоя новая жизнь. В каком уголке Латинской Америки ты найдешь себя? Наш канал – это проводник в неизведанное. Истории русскоязычных переселенцев, секреты жизни за границей и то, что не расскажут в глянцевых блогах. Подпишись, спроси, исследуй. И помни, твой новый дом может быть ближе, чем ты думаешь. Мы в то время как раз познакомились с интересным архитектором. Наверное, тебе даже это имя известно. Сергей Непомнящий. Это российский архитектор, достаточно известный. Я думаю, что он достаточно часто мелькал в том числе на телевидении. Он говорит о том, что действительно можно делать сверхплотную застройку, можно построить город как одно здание. При этом практически ты не будешь чувствовать, что ты в одном здании, потому что там настолько продуманные световые туннели, и то есть везде есть зеленые зоны, везде есть, я даже не знаю, там очень много, там есть светорефлекторы, там много всего. То есть у тебя может быть большое здание, многоэтажное, но ты будешь чувствовать в нем как очень свободно. При этом все будет близко и в пределах пешеходной зоны. Тебе нужно, подняться тебе нужно отправить детей в школу, поднялся на лифте на 25-й этаж, дети там, например, да, и причем тебе нужно сходить, купить купить продукты с органической фермы, ну хорошо, это на 2-й этаж и, может быть, на 10-й этаж, и дальше как это называется, travelator, да, знаешь, такие дорожки, которые есть в аэропортах. По этим дорожкам можно пройтись до органической фермы, которая там на большом балконе или там где-то, и купить там то, что нужно. То есть тебе на работу, хорошо, на другой этаж, опять-таки. Окей. Даже если вы, построив этот проект, вы выбрали ту страну, которая является небезопасной, то есть сильно развита преступность. Как вы собирались этот проект защищать? Вы армию свою собирались создавать или как? Частная охрана. Там как везде все. Полиция-то не справляется. Она не справляется, потому что это госструктура. Окей. У них построена мотивация совсем иначе. Окей, даже мы расскажем про коррупцию, все прочее. А насколько в вашем проекте не могут существовать коррумпированные лица? Также могут существовать в интересах государства. Да, хорошо. Для этого мне надо объяснить структуру управления. То есть... Почему в нашей структуре управления коррупция невозможна? Потому что
в нашем устройстве фактически есть то, чего нет вот в обычных государствах. В мире практически нету конкуренции между разными методами управления. Они везде практически одинаковы. И есть конкуренция между странами за иммигрантов. Это есть. Но очень сложно, например, скажем так, вот в одной стране есть распространенное мнение, что, например, США гораздо безопаснее, чем Гватемала. Я могла бы с этим поспорить, скажем так. Но тем не менее, у них прекрасная реклама, да, вот приезжайте и так далее. Но переехать в Штаты очень сложно. То есть надо, если вы не выходец из какой-нибудь англоязычной страны, то надо выучить новый язык. Надо привыкнуть к новым традициям, да. Потом в зависимости от штата там вообще тоже варьируются законы, там есть свои нюансы, скажем так. Где-то больше расизм, где-то меньше расизм. Они не любят про это говорить, но он есть. Да? Здесь очень много нюансов и очень сложно, и в том числе экономически сложно переехать в другую страну. Что происходило в Гондурасе, то что когда была возможность создать новые зоны, идея была в том, что человек может выбирать свою систему управления ногами. То есть вот здесь вот город создает лучшие условия, да, там для работы, для жизни, в плане медицины и так далее, он может просто туда перейти. Он может перейти, украсть и вернуться. Зависть — это... Ты про безопасность. Я про безопасность и про зависть человека. Где бы человек ни находился, даже, допустим, он заходит в ваш город, живет в вашем проекте, но он видит, как живет мир, и он касается другой стороны мира. Есть контрактная основа. Окей, ты заключила с ним контракт, он там на словах подписался, но по факту он делает по-другому. То есть, но если он будет делать по-другому, его выкинут из города. Но это же ты не сразу увидишь. Ты в этом потеряешь деньги, время. Это небольшие деньги. Вот, то есть, и ты, возможно, он проявит какую-то преступность в вашем проекте. То есть пока ты будешь с ним разбираться, увольнять, убирать, он покажет эту преступность в вашем городе, создаст, на него обратят внимание, а так можно, типа, да, и это может повлиять к масштабированию. То есть у меня главный вопрос в вашем проекте – безопасность. Как вы хотите в небезопасной стране создать безопасность какого-то кусочка? Вот что. Опять-таки, 1000 – это только 1 квадратный километр. Контрактная основа, да, и то, что вот это каждое из этих гражданских сообществ, да, с которым создается контрактная основа, контракт, они все разные. И они между собой соревнуются. Смысл был в том, что если у нас есть коррупция в каком-то из этих гражданских сообществ, оно не сможет существовать. Я тебе приведу пример. Есть определенный налог, да? В нашем случае это был налог на землю непосредственно. И этот налог, он поступает в это гражданское сообщество в зависимости от того, сколько человек находится в этом сообществе. Более-менее. Но как эти деньги распределяются на разные государственные услуги, зависит от конкретного сообщества. Предположим, что у нас есть сообщество, несколько сообществ, в котором большинство людей, у них семьи с детьми, да? И, соответственно, одна из госуслуг будет образование, то есть основная часть налога пойдет на образование. Если у тебя, например, есть несколько сообществ, которые построили там свои школы, предоставляют образование, но одно из них, предположим, что у них одинаковый уровень качества, да, образования, но одна из них более стоит дороже, чем другая, куда люди пойдут? Нельзя украсть денег. То есть госуслуги, они будут, их стоимость будет варьироваться, зависеть от рынка. То, чего нет сейчас. Но
потому что у нас нет никакого влияния на то, куда, какие налоги, как они будут использоваться в государстве. Почему? Потому что государство использует деньги людей, которых не знает, на людей, которых не знают. Есть такая штука, когда-то Лоберевский лауреат Милтон Фридман нарисовал такую табличку о том, как люди тратят деньги, свои, чужие, и на что это, как это связано. И, например, если тебе дадут, предположим, тебе нужно сделать подарок кому-то, кого ты не знаешь, на деньги, которые тебе не принадлежат. Тебя беспокоит цена? Окей. Нет. Тебя беспокоит качество? Нет. Теперь, если тебе нужно сделать подарок себе за деньги, которые ты зарабатываешь, цена имеет значение? Очень даже. Имеет качество значение? Очень даже. Ты будешь искать лучшее сочетание цены и качества, потому что это для себя. И когда есть объединение, можно говорить о том, что то есть если ты также используешь деньги, которые тебе не принадлежат, на себя, качество самое лучшее, цена не важна. Если ты свои деньги используешь на людей, которых ты не знаешь, то наоборот, чем дешевле, тем лучше. Качество не важно. Соответственно, смысл этого в чем заключается? Что когда есть сообщество людей, которые объединены общими ценностями, то они будут тратить деньги. Вот это соотношение цены и качества, оно будет оптимально. Если оно не оптимально, в случае коррупции, то такое сообщество не будет существовать. Народ перейдет. Да, про жизнь внутри я соглашусь отчасти с тобой, но про жизнь снаружи это совершенно другой мир. То снаружи это другое. Все, что будет происходить за вашей территорией, и государство, потому что вы находитесь в какой-то стране, и даже если это не Гондурас, оно будет видеть: что-то шикуете, хорошо живете. И будут ставить палки в колеса на уровне законодательства, выписывая всякие законодательные акты, приказы, нормативы так, чтобы вы либо платили больше за этот кусок, либо по-другому создавать. Сама идея этих специальных зон изначально, она заключалась в том, что создать такой эксперимент, посмотреть, какое сочетание законов приносит больше prosperity, как это по-русски, богатство, благополучие и так далее. И идея была для того, чтобы создать эту зону, это же не просто ты пришел, вот мой список законов и все, был создан комитет лучших практик, как-то так это называлось. И этот комитет, он принимал или отвергал определенные системы законов, то есть он работал с проектами, этими. И, соответственно, идея была в том, что, во-первых, все эти зоны, они определенную сумму из своих налогов они посылали в федеральный бюджет. Это раз. То есть это способ получить деньги из этих зон. То есть это одна из причин, почему, в принципе, государство было заинтересовано в том, чтобы эти зоны развивались. Чем больше налогов они получат, соответственно, больше налогов в федеральный бюджет. Это первое. Во-вторых, идея заключалась в том, что та модель, которая будет наиболее успешной, и с этой модели копировать лучшие практики. То есть не просто мы взяли, приехали в Гондурас и поменяли законодательство во всей стране. Мы меняем потихонечку, ориентируясь на опыт экспериментальных площадок, которые есть в стране. То есть это была идея. Но, к сожалению, чтобы построить город, это не один месяц, это не несколько лет. То есть это нужно 5-10 лет, чтобы увидеть реально, что происходит.
Да? И у нас в этой ситуации, вот тем проектам, которые появились, у них такой возможности просто не было, потому что, к сожалению, период правления определенный президента 4 года. Если он не переизбран, соответственно, все может пойти в обратную сторону, что и произошло. Хорошо. Так что будем ждать другого момента. Другого президента. Возможно, другой точки в мире. Ну, точек много, надо просто повнимательнее изучить. Да. Вы за границей, все незнакомо, все чужое, и вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем срочную госпитализацию, эвакуацию, даже роды за границей. И все это в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. На сегодняшний день, то есть ты чем занимаешься в этом момент? На сегодняшний день в основном мама. Но у меня есть такая страсть, которая в общем, возникла у меня еще в 2011 году, когда я еще жила в Канаде. Меня заинтересовала тема оргазмических экстатических родов. И в 2016 году я решила стать профессионалом в этой сфере. Во-первых, я родила дочь тогда, уже в 2014 я родила дочь. И мне понравилось. И я решила, что мне хотелось бы рассказывать об этом другим женщинам, о том, что, к сожалению, во всем мире, это не только Гватемала, но во всем мире до сих пор очень много практик в больницах, да, среди профессионалов, которые очень сильно отстают от научных исследований. И даже я бы сказала то, что здесь по-испански называют барбаридад. То есть это что совсем неуважительно по отношению к психике и телу женщины. И мне казалось, что если я буду в этой теме, то я смогу, по крайней мере, информировать тех женщин, которые вокруг меня, которые в моем доступе, да, в онлайн или как-то еще, чтобы их уберечь от какого-то негативного опыта, который связан в большей степени с дезинформацией. И плюс сама тема экстатические оргазмические роды, она подразумевает то, что рожать можно не просто, скажем так, не то чтобы не бояться родов, а можно еще в этом процессе получить удовольствие и почувствовать себя сильной. Да. Мне кажется, что очень часто у женщин отнимают вот это вот ощущение своей собственной силы женской. Вот с 2016 года я этим занимаюсь. А кто к тебе обращается? Это иностранцы или это местные? Все. То есть я свободно говорю на английском и на испанском. Соответственно, я могу предоставлять свои услуги на 3 языках. На русском, английском и на испанском. То есть у меня были клиенты, все. То есть у меня американцы были, гватемальцы были, русские были. Да, то есть вот. Какой самый такой случай, который тебе запомнился из практики? Ты знаешь, у меня много было случаев, которые запомнились из практики. Выдели один, чтобы мы долго не задевали эфир. Один из запоминающихся был с русской девочкой, которая, во-первых, она сменила врача за день до родов. То есть она приехала, у нее муж гватемалец, но первого ребенка они рожали в России. Соответственно, они готовились ко 2 родам. В России она родила сама и очень хотела родить здесь сама. Но, к сожалению, если мы обращаемся к врачам, гинекологам, акушерам в больницах,
особенно частные больницы, это 95% вероятности того, что у вас будут кесарево. 96 даже, я читала. И просто большинство врачей здесь реально ориентировано на кесарево, потому что кесарево стало, по сравнению с какими-нибудь 60-ми, более безопасным. Это гораздо быстрее, чем ждать, когда разовьется родовая деятельность, которая может развиваться несколько дней. То есть ты можешь пропустить какие-то важные события, например, не пойти на какой-нибудь парад или еще что-то. Да? То есть причем есть врачи, которые совершенно серьезно считают, что лучше кесарево, чем натуральный род. Несмотря на то, что это серьезная операция, да? А ты не думаешь, что это еще связано с тем, что клиника из-за этого больше зарабатывает, врач? Безусловно. Потому что кесарь – это доп. Оплата. Это, да, и на эпидуральную анестезию надо, много всего, да. Дольше восстановления, соответственно, дольше они будут сами в больнице, это же как отель. То есть, безусловно, это такой серьезный бизнес. И она, видимо, попала к одному из таких врачей. Почему? Свекровь посоветовала. Почему свекровь посоветовала? Хороший врач. Они здесь все тебе улыбаются и очень доброжелательны. Они даже могут тебе изначально сказать, ты попробуй. Мы посмотрим. Да? А потом что происходит? Причем это достаточно частая ситуация. Подходит примерная дата родов. Причем примерная дата родов, да, для тех, кто не знает, это 40 недель. То есть ребенок может родиться и в 38, и в 42. Да? Это пределы нормы. И подходит дата 40 недель, и врач говорит, если ты в этот день не родишь, мы будем тебя кесарить. И именно такой разговор состоялся с моей клиенткой. Когда она это услышала, они поулыбались, распрощались с врачом, они вышли за дверь, и она обернулась, сказала своему мужу, я туда больше ни ногой. Я уж не знаю, по каким обстоятельствам она нашла мой номер, позвонила мне, мы с ней поговорили, я говорю, я сама роды не принимаю, я всегда еду с медицинским персоналом, да, то есть как доула я поддерживаю женщину. Но у меня есть контакты врачей, да, которые за натуральные роды, либо акушеры, да, то есть почему я говорю либо акушер, потому что есть в Гватемале развито акушерство, которое вне больницы, да. И, кстати говоря, очень интересно, что в Гватемале можно выбрать себе врача или акушерку, и также полный арсенал медицинский, анестезиолога, педиатра, всех по отдельности и собрать их в том месте, где тебе нужно. У себя дома или в больнице. То есть без разницы. То есть они могут и дома принять роды? Да, то есть даже тот врач, у которого офис в больнице, да, то есть она может тебя принять дома. Есть врачи, которые на машинах, есть которые на мотоциклах, я видела всякое. То есть, кстати, на мотоциклах это большой плюс, потому что в Гватемале они между машин проезжают через весь трафик, гораздо быстрее оказываются дома. А были случаи, когда наоборот роженицу забирают на скорой помощи и везут в клинику экстренно? В моей практике не было такого, но у меня был только один случай, когда действительно вроде бы все было хорошо, и в итоге мы решили поехать в больницу. Но это было из акушерского центра. Это было 10 минут. Мы приехали в больницу на кесарево. Но что я хотела сказать, что чтобы закончить эту историю, да, с моей клиенткой, которая решила поменять врача, в итоге она мне говорит, я ей посоветовала несколько врачей, говорю, вот тебе 3 контакта, позвони всем, почувствуй, с кем приятнее, потому что в итоге женщина оказывается в самом уязвимом состоянии, да, когда она рожает, и очень важно, чтобы ей было комфортно, с кем она рожает. Говорю, позвони, поговори с ним, с кем тебе И очень важный момент, да, то есть чтобы они тебе, чтобы ты смогла меня туда привести, да, то есть если ты хочешь, чтобы я была на твоих родах. И она выбрала одного из врачей, и она такая, с ней договорилась уже, говорю, ты встречься сначала с ней,
проговори все нюансы, а потом на следующий день мы с тобой тоже встретимся, чтобы проговорить твои планы народу, как ты хочешь, там, знаешь, чтобы я... Потому что каждая женщина разная, да, то есть и мне нужно знать, как ее поддерживать заранее. Это лучше проговаривать заранее, чтобы не было каких-то сюрпризов, чтобы не было очень много разговоров во время родов, потому что вообще любая мыслительная деятельность, она на самом деле тормозит роды. То есть роды — это такой процесс, когда лучше всего отключить мозг, то есть подготовиться заранее ментально к этому и просто отключиться. Ну, чувствовать себя — это же такое животное состояние уже. Тогда роды идут оптимально. И получается так, что она вот должна была встретиться с врачом, и она мне звонит, Катя, говорит: я думаю, что я сегодня рожу. Если я сегодня рожу, ты ко мне приедешь? Я говорю: ну, ты позвони своему врачу, скажи, если она приедет, я приеду. И, в общем, в итоге так получилось, что она меня реально вызвала на роды. То есть у нас не получилось встретиться заранее, мы туда приезжаем в больницу, и, наверное, проходит 5 минут, то есть вот эта эмергенция, да, то есть пока они там с бумажками возятся, пытаются понять, кто она, что она и так далее, я понимаю, что она говорит: пора выталкивать ребенка. То есть, когда она это сказала, то есть мы быстро сориентировали персонал, и мы буквально вот понеслись в родовую. И смешно было то, что они не успели даже спросить, кто я. Обычно там бывают сложности какие-то, ну, чтобы доула пошла в родовое помещение, очень надо проговаривать это заранее и так далее. А тут получилось так, что моя клиентка родила, вот, а потом мне задали вопрос: а вы кто? Доула. Сестра, да. То есть они думали, что я либо переводчица, либо сестра, потому что мы говорили по-русски. В общем, такой был интересный момент. То есть я поддерживала женщину, то есть я ее совсем не знала, и получился очень-очень позитивный опыт. Она, в общем, ей все понравилось в итоге. Она делала даже мне видео-отзыв, который где-то есть в Ютубе. После родов ребенок автоматически получает гражданство Гватемалы? Да. Автоматом по месту рождения Гватемала может вам выдать родители через сколько? С родителями, опять-таки, у меня не было такого опыта, то есть именно чтобы люди сразу получали гражданство. То есть в моем случае я сначала получила резидентство, а потом нет, я в процессе была. То есть мы подавали как инвесторы изначально. Причем сумма для того, чтобы получить как инвестор, по-моему, это $1000. То есть стабильный доход в $1000. Обязательно в Гватемале доход? Нет, не обязательно. Не обязательно. То есть у моего мужа был доход вне Гватемалы, поэтому как бы... я не знаю, тут у нас сложностей с этим не было. Okay. Что касается резидентства по ребенку, то, насколько мне известно, достаточно быстро дают разрешение на работу, если у вас есть ребенок. По-моему, там какой-то облегченный вариант. И облегченный вариант также вот получения резидентства. Но я подробности уже не знаю. То есть это надо уже с юристами общаться. Тут такой момент, что в Гватемале невозможно подать документы на резидентство без юриста. То есть если, вот, например, в Канаде это можно, то есть я все свои документы заполнила и послала по почте в нужное место, то здесь очень важно это делать через юриста. Нету другого варианта. А декретная сколько месяцев длится? Честно говоря, даже не знаю, у нас никогда не было таких вопросов. Я к тому, что сколько длятся и оплачиваются ли они вообще? Не знаю. К сожалению, не могу ответить на этот вопрос. То есть у меня все мои клиентки, они как-то... не знаю, никто не задавал такой вопрос. То есть все кто-то как-то решали. Хорошо. Если мы коснулись медицины, насколько здесь вообще качественная медицина? Тем более ты сама из России, жила в Канаде, в Гватемале. Как вообще здесь медицина? Если у вас есть деньги, прекрасно. То есть я бы не стала рассчитывать на бесплатную медицину. То есть я не знаю, какая она, честно говоря.
Но частная медицина здесь развита прекрасно и часто в разы дешевле, чем, например, в Канаде. С Россией мне уже сложно сравнивать, потому что последний раз я была в России в 2012 году, в 2011 году. То есть это достаточно давно, да, то есть... Но, например, у меня был такой случай, когда мой свекор из Канады приехал в Гватемалу специально, чтобы на какую-то процедуру по зубам. Потому что здесь это стоило намного дешевле вместе с самолетом. Сюда прилететь и улететь, здесь сделать процедуру и улететь, чем сделать в Канаде. Причем это было, по-моему, в 5 или в 10 раз разница. То есть в Канаде там, с него бы взяли $5000, здесь это было $500. Это большая разница. Здесь есть страховки разные. Ну, понятно, если остается случай только покупать страховки и все. Если хочешь хорошую, качественную медицину, покупай страховку. Ну, не обязательно, если у тебя есть возможность делать это, то есть не оплачивать страховку, а просто оплатить. По факту. По факту это вполне возможно, да. Но здесь так, что, насколько мне известно, если с вами что-то случилось на улице, ну, предположим, то есть вас увезут в больницу, но из больницы вас не выпустят, пока вы не оплатите. Ну, а если я скажу, денег нет, сори, что мне... Не знаю. Звонить знакомым. Хорошо. Про детей. Ты сказала, что у тебя 2 детей. Да. Как вообще здесь с детскими садиками, школами? Сколько проблематично? Мои дети были только в частных детских садиках и в частных школах. Ну, просто потому, что госшколы — это, ну, скажем так, во-первых, у них не хватает средств просто на парты и стулья, что мы можем говорить о качестве образования, да. Плюс дети белые с синими глазами, голубыми глазами, это тоже такой как бы фактор, да, слишком большого внимания к ним. В принципе, обычно это благоприятный фактор, то есть они любят там и Кончита, там, все такое. Но, тем не менее, качество, мне кажется, гораздо лучше в частных садиках и в частных школах. Когда моя дочь была маленькая, мы попробовали разные. Я подозреваю, что каждому человеку свое, что приглянется, скажем так. Но для нас очень важно было именно, что мне нравилось, когда в школе есть акцент, например, на интерпренерство, то есть предпринимательство, извиняюсь. Не во всех школах это есть, но сейчас вот в частных это такой вот сейчас тренд, наверное. Сейчас тренд в более старших школах — это роботика, да, то есть программирование, там, роботы, вот это вот 3D-принтеры. То есть сейчас вот это вот все начинается. То есть это может быть интересно. И также участие в международных конкурсах. То есть когда... вот я, например, сейчас дети у меня ходят в школу в этом году. Раньше у нас они были на домашнем обучении, вот с пандемией, там, период определенный. И вот наша школа, у них каждый год они ездят на конкурсы по карате, конкурсы по spelling bee — это правописание на английском языке, правописание на испанском языке, и вот этот тайду — это тоже какой-то новый тренд, это про ресурсность, когда вот из мусора что-то создать там полезное, да. Вот у них такие вот креативные конкурсы. И было что-то связано вот с науками. Я не знаю, с какими, но вот, кстати, наша школа вот выиграла, по-моему, из полуфиналистов или финалисты поехали в Токио в этом году. Где я сейчас? С кем встречаюсь? Что замышляю? Ты хочешь знать больше, чем открыто? Тогда тебе в наш телеграм-канал Кажан17. Здесь не просто ответы. Здесь подсказки, намеки и секреты. Следи и спрашивай. Следующая съемка уже близко. И, может быть, именно твой вопрос попадет в эфир. Все нужные ссылки в описании. Тайна зовет. Сколько вообще образование стоит? Вот садик, школа?
Ну, варьируется, скажем так, варьируется. Но, наверное, из самых дешевых это, сейчас скажу, где-то $400 в месяц на ребенка. Ну вот именно садик, уровень садика, наверное. Там чем старше, чуть-чуть увеличивается стоимость. Ну вот я, когда искала школу в прошлом году, то есть это вот $400, это минимум, наверное, а максимум это $1000. Но это, здесь есть другой максимум. То есть есть Colegio Maya, которая, я не знаю, там говорят запредельные какие-то цифры. Считается, что это самое лучшее, но я не знаю, мне кажется, что оно того не стоит. Про безопасность Гондураса поговорили. Насколько безопасно вообще в Гватемале, если даже сравнить вот с Канадой, где ты жила? Ты знаешь, в Канаде мне казалось, что безопасно везде. Но это может быть ощущение такое очень субъективное, да, то есть у меня, например, в Штатах тоже мне казалось, что безопасно. Я зимой уехала путешествовать по Центральной Америке, а вот ребята, которые жили в соседней квартире, их обокрали прямо вот с пистолетом перед моим домом. Это Канзас, да. Вот. И очень часто мы слышим про то, что здесь небезопасно в Центральной Америке, но тем не менее все эти ситуации, про которые мы часто слышим в СМИ, да, они точно так же могут произойти с вами в любом другом городе, особенно если это большой город. И в Гватемале я живу уже практически 13 лет. Ни разу никто мне ничего не украл. Ну, реально. У меня были такие случаи, когда я реально очень боялась. Я оставляла где-то свой телефон, то есть на столике где-то, или там в туалете, или там, где я оплачиваю, в магазине. Я всегда его там же находила. То есть ни разу не было такого. У меня ни разу никто не выхватывал телефон из рук. То есть и в России, по-моему, у меня было это 2 или 3 раза. Один раз, я помню, на переходе в метро прямо видел руку вот так вот в мою сумочку. Я так... То есть это было здесь. То есть ты хочешь... Все безопасно. Но тут такой момент. Где я живу, То есть я в основном, если я хожу в магазин, то есть это большие торговые центры в районах, где достаточно много обеспеченных людей, то есть где очень много частных школ, где, в том числе вот где мы сейчас находимся, да, то есть где есть больница рядом, где есть... То есть в Гватемале есть зоны, в которые не рекомендуется ей ходить. Да? То есть, например, здесь очень много вещей можно продать через Marketplace в Фейсбуке. Да? И многие это делают. Мне там дети выросли, мне надо продать коляску, мне надо продать где-то сиденье машины, да, тут для малыша, там еще что-то. И я помню, что один раз я, также через Marketplace я продала свою коляску, и когда мне надо было вызвать службу доставки, да, то есть вот как-то почтовая служба, не знаю, Глатекс, и дама мне сказала: вы знаете, вот только до дома мне не доставлять, а доставлять вот до вот этого места, там магазинчик или еще что-то. И я когда разговаривала со службой доставки, они сказали: действительно, в эту зону грузовик вот с почтой не едет. Туда просто не пускают, потому что там настолько небезопасно. Это, по-моему, 18-я зона была в городе. То есть это трущобы. Там есть мафия, там есть... Мне кажется, мафия... Туда с телефоном нельзя вот так вот не только в тех ходить. зонах, она, в принципе, и даже в ваших зонах есть. Но, скажем так, здесь, тем не менее, очень много охраны. Частная, то есть мы живем в кондоминиуме, оно охраняется. Но... Все торговые зоны, они охраняются. Как ты считаешь, гватемальцы, они сами по себе народ гостеприимные или они какие-то дерзкие, добрые, не знаю, злые? В общем, в целом, да. Очень, очень гостеприимные и очень
Ну, это, наверное, практически вся Центральная Америка, честно говоря. Это просто культура такая, да, то есть они всегда тебе будут улыбаться, всегда будут говорить, так скептически смотришь на меня. Но, по крайней мере, у меня такого не было. Были моменты, ну, скажем так, опять-таки зависит, наверное, от экономического статуса. То есть чем больше человек зарабатывает, тем более он дружелюбнее к тебе относится. Здесь есть такой момент, когда, если ты, например, пойдешь на рынок, да, и вот человек с белой кожей, с голубыми глазами, опять-таки, воспринимается как ходящий кошелек. Потому что вот обычное восприятие такое, вот америкос приехал, сейчас мы ему 5 раз цену поднимем, или там в 10. Ну, потому что цену не знает. То есть, ну, когда ты уже приживешься и начинаешь как бы... Я им просто так улыбаюсь и говорю, я здесь живу, я понимаю ваши цены. Вы же извините, но вы вот это вот мне не продадите за столько-то, да? То есть как бы... Ну, и просто улыбаешься. То есть я понимаю, что есть категория граждан, которым сложно заработать, да? То есть и среди них есть те люди, которые не читают. Да, то есть, или они читают, вот они пишут тебе даже вот, ну, вот садовники, да, то есть, например, здесь они тебе пишут, как слышат, то есть там можно догадаться только по вот сочетанию букв, какие звуки это произносит, чтобы понять слово. Но вот такой народ, среди них есть честные, среди них есть тем, кому вот где бы что бы украсть, что плохо лежит. Ну, такая ситуация бывает. Да, я тебе просто живой пример расскажу вчера. Вот где вот эта стекляшка, вид сверху на Гватемала-Сити, где там Тиго, вот этот большой офис стеклянный, ну, представляешь, да? И с другой стороны как раз вот этот мост, ты можешь там классный вид посмотреть. И я там парканул машину, ну, на обочине, спускаюсь вниз туда. А там, ну, какие-то ворота вообще безызвестные, то есть ни фонаря, ни столба, ничего, ворота там... Я даже обратил внимание, там сверху такая колючая проволока. Я там машину оставляю и иду туда. Я сначала специально там стоял, ну, буквально, наверное, минут 10. Но вроде никто не выезжает, никто не заезжает, никому не мешаем. А в другое место машину паркануть просто нельзя, обочин даже физически нет. И потом я слышу что-то там, то ли бибикать, что-то ну, понимаю, наверное, кто-то этот. Но я еще так думаю, сейчас досниму и буду спускаться. И там уже человек идет на меня, и типа, ну, чувак, это твоя машина? И я спускаюсь, и я вижу просто, знаешь, такие лица, ну, типа, обозленные на меня. Типа, чувак, что ты тогда перегородил, вы там, не знаю, опаздывай и так далее. Может быть, ты где-то не в правильном месте проканулся. Не-не-не, ну, понятно, я закрыл как бы выезд, да, я согласен. Но, во-первых, они видят, что я не местный, это видно, да. А во-вторых, там была женщина за рулем, такая на пафосе, я бы сказал. И рядом еще стояли молодые парни. Больше там что-то возникало она, когда я шел к машине. Я говорю, окей, ну, что мне с ними спорить? Да, я не прав. Ну и когда я сажусь, знаешь, они такие в ожидании, я вижу через окно, один мне показывает свой ствол, ну, типа, вот так. Ты что, типа, вообще, что ли, РМС попутал? А у другого просто сразу было видно. Ну, видно, что я окно не открою. А о чем мне разговаривать, когда мне человек показывает ствол? Ни о чем. И я начинаю как бы уезжать, у меня там, типа, что-то не открыл, там еще мне вдогонку машину пнул. Не стоит. Да. Вот. И это к чему говорю? То есть я не встречал в других странах Центральной Америки такого, да, я не прав, я поставил, ну, а что ты быкуешь, как бы? Ну, я уезжаю, говорю, сори, как бы. И вот это меня как бы удивило. Ну, то есть это как раз не про статус, это не про бедный, не про богатый. Там бы я бы сказал наоборот, они при деньгах, и машины были не дешевые. Вот. И вот здесь я как раз... Но у меня такого не было. Да, и вот здесь как раз меня удивило то, что они показали, типа, мы такие, не знаю, мафия, банда, или ты тут нарисовался, там, время наше драгоценное, как бы мешаешь. И был я в других зонах, вот как раз в первой, во второй, где не очень безопасно, как говорится, говорят. Да, оставлял машину, ходил с фотоаппаратом, на котором мы сейчас с тобой снимаем. И там наоборот, знаешь, там я себя наоборот, ну, спокойно. То есть
там, наоборот, ты можешь к человеку подойти, спросить, там, что да как. Если да, ты там как-то мелькаешь, типа, я тут в бриллиантах, часах и так далее, да, но это ты сам на себя внимание обращаешь. А если ты по делу пришел, там, сфотографировал, заснял и так далее, ну, окей, как бы. И вот здесь, да, вот это как раз вот разница вот этих богатый и бедный. Скажи, пожалуйста, а какие минусы в Гватемале ты видишь? Минусы. Плюсы мы обсуждали. Ну, твои вот минусы, которые тебя триггерят, и ты не согласна с ними. Ну, скажем так, есть вещи, по которым я скучаю просто. Это уровень, наверное, культуры. Я родилась в Санкт-Петербурге, тогда в Ленинграде. И у меня всегда был доступ к большому количеству музеев, театров. Я просто выросла так, что у меня были моменты, когда, не знаю, каждые выходные мы куда-то ходили. Тут такого нету. Тут очень гораздо меньше событий, на которые хочется сходить. И, соответственно, музеи я рассматриваю как доп. Образование детей, да, то есть их именно как личности, то есть не просто там математика, письмо там и так далее, а именно чтобы они знали какие-то вещи общие, да, такие вот. И причем не просто по картинкам, да, давайте узнаем, не знаю, кто такой Ван Гог по видео, а именно сходить и посмотреть. То есть очень, очень редко какие-то инсталляции, какие-то выставки такого плана. Помимо Ван Гога и остального, что еще тут из минусов? Такой момент, мне кажется, что очень нету доступа к дикой природе, так сказать. Тоже, опять-таки, если мы говорим про Россию, то, не знаю, как сейчас говорят, что сейчас очень городская застройка большая, но в моем детстве всегда можно было сесть на электричку, уехать, там, не знаю, собирать грибы, ягоды, там, поехать и искупаться в каком-то лесном озере, еще что-то такое. Здесь такого просто нет. То есть здесь есть парки, да, то есть какие-то зоны, в которые, то есть ты за вход платишь, там что-то такое, но небольшое, как бы обычно, да, то есть по территории. То есть нету такого. То есть ты не можешь куда-то на природу поехать и просто увидела озеро, все, я пошел, искупался? Я не знаю, где такие места. Я не знаю, 13 лет здесь живу. Здесь, безусловно, есть озера, да, то есть здесь недалеко отсюда, например, есть одна лагуна. Ну, я не могу сравнить это с тем, что я испытала в России. То есть я, например, когда маленькая была, мы уезжали на месяц с палатками на Воксу. И мы там рыбу питались тем, что было вокруг, да, то есть ходили там, собирали грибы, ягоды, ловили рыбу, тут же готовили ее на костре, там у фермеров недалеко что-то еще там докупали, но мы там жили рядом с озером. Здесь такого нету, то есть этого мне реально не хватает. В Канаде не могу сказать, что у меня была возможность, чтобы найти что-то такое, но мне казалось, что там есть нечто похожее. Ну, по крайней мере, были возможности, хотя они грибы не собирают, но они там растут. Понятно. Хорошо. А твои рекомендации вообще по Гватемале? Ты рекомендуешь сюда людям переезжать, жить? Я считаю, что у каждого человека, все зависит от того, какие у вас личные цели, да, то есть каждый человек может найти что-то свое. Есть люди, которые в плане туризма, да, обязательно. Здесь есть много чего посмотреть, именно не живя годами, то есть здесь это не про музей, это скорее про цивилизацию майя, да, то есть пирамиды, это про даже не знаю, университет Франциско Маракин, это вообще отдельная история. Там, кстати, тоже музей есть. То есть есть, может быть, Антигуа, это может быть озеро, то есть это природа, да, то есть озеро Атитлан, там есть много таких мест, где там что-то про
какие-то традиционные искусства, да, то есть как делается одежда традиционная, как делается керамика традиционная, про пчел. Тут 18... Я узнала, что, оказывается, в Гватемале 18 типов пчел, которые не жалят. Ну, то есть есть какие-то моменты, то есть посмотреть там... Вот. То есть в плане туризма прекрасно. Я считаю, что прекрасно. Что касается жизни, то есть это все зависит, что вы ищете. То есть если вы ищете... Пляжи здесь не самые лучшие, мне кажется. То есть они есть, но это не то место, где вот я бы порекомендовала и прямо жить на пляжу. То есть, ну, если только это не какой-то кондоминиум с красивым бассейном, с островом внутри, там что-то. Ну, есть такие здесь. Вот. Мы какое-то время назад просто искали, 10 лет назад, искали возможность, думали, может быть, на пляжу где-нибудь там жить, но там нету больниц, например. То есть нету хороших школ. Если это просто взрослый человек, да, может быть неплохо. Но если смотреть на тему жить здесь с семьей, с детьми, то лучше в городе, например, да, то есть иметь доступ к какому-то, к лучшему образованию, например. Если это пожилые люди, тоже лучше в городе. Опять-таки, лучшие больницы все-таки здесь. Если вы плохо знаете испанский, лучше начинать с Антигуа. В Антигуа хорошее комьюнити, сообщество иностранцев, которые говорят по-английски, если английский ближе, да, то есть там много чего можно найти на английском языке. Если вы свободно говорите по-испански, то лучше в столице. Ну, то есть тут такие моменты. Если вам нужна экология, то лучше где повыше, да, в горах. Если экология не так интересна, как какая-то вот жизнь ночная, в том числе, то лучше Антигуа, потому что там можно ходить пешком. То есть, ну, это очень зависит от человека и зависит от того, от какой у вас доход. Если просто искать работу здесь, прямо работу такую, как вот гватемальцы ищут, мне кажется, что хорошего заработка не найти. То есть надо искать что-то, привносить что-то новое. То есть, например, если вы говорите по-английски, у вас гораздо больше возможностей для успеха, да, если вы не говорите на каких-то языках. Колл-центр, например, это очень хорошее место для начала, да, то есть если вы по-английски говорите. Либо создаете что-то новое. В Гватемале я считаю, что если есть предпринимательский склад ума, и после какого-то промежутка, если вы поживете немного здесь, да, вы увидите какой-то момент, вот здесь я могу сделать лучше. И такая возможность действительно есть, потому что все-таки, ну, если человек с российским образованием, да, у нас, мне кажется, образование достаточно высокое, скажем так, да. Но самое главное, что у нас есть дисциплина, которой у них нету. И от дисциплины очень многое зависит. И вот, то есть возможность сделать что-то лучшего качества, чем здесь. Ну, то есть это очень, очень, очень индивидуально. Заключительный вопрос. Да. Ты здесь счастлива или пора возвращаться в Россию? Ой, какой сложный вопрос. Ты знаешь, Дмитрий, да, я из России, отец моих детей из Канады, мои дети родились здесь. Вот кто я? Куда мне возвращаться, где мой дом? То есть это такой вопрос, когда я уже просто в данный момент ощущаю себя как человек мира. То есть если я захочу куда-то в другое место поехать жить, я могу. И мне кажется, ты знаешь, такой момент есть еще, что на разных этапах нашей жизни нам нужны разные вещи. И вот в зависимости от того, где мы находимся, то есть это молодой человек, да, у которого нет семьи, или это человек с семьей, или это пожилой человек, да, нужны разные вещи. Вот в данный момент жизни мне хотелось бы больше развития для моих детей, больше возможностей. То есть либо переехать куда-то, либо иметь возможность часто ездить и смотреть, потому что образование не только вот в школе и в книгах, но и через вот жизнь.
Я не помню, упомянула ли я то, что мы сюда приехали на доме на колесах. Да. И вот на разных парковках мы имели возможность общаться с разными людьми. Я, честно говоря, завидовала тем семьям, которые вот прямо всей семьей с маленькими детьми путешествовали вокруг мира. То есть они создали какую-то возможность для себя, вот финансовую, что их не ограничивало место. И вот они прям переезжали и вот по неделе в каком-то месте тусили. То есть они продолжали обучаться там же в этом трейлере, в домике на колесах, и тут же ходили там посмотреть на достопримечательности. Я просто считаю, что это шикарно. Это то, чего мне в моем детстве не хватало, потому что такие вот путешествия, они реально открывают глаза на мир, на то, что а как-то бывает иначе, а почему так иначе. Это интересно. Поэтому я не знаю, я не уверена, что Гватемала — это моя конечная точка. Может быть, на ближайшие 5-10 лет. Дальше посмотрим. Не знаю. Вопросы остаются без ответов? А может, ты просто не задал их вслух? Загляни в комментарии и напиши. Возможно, именно твой вопрос откроет новую тему в следующем подкасте с теми, кто живет в Латинской Америке. Хочешь знать больше? Будь ближе. Подпишись и включи уведомления.